Привет! Сегодня мы хотим пригласить вас в путешествие по нетипичному Израилю. Вероятно, многие из вас знакомы с этой удивительной страной через объективы туристических камер и рассказы других людей. Однако давайте вместе окунемся в новый захватывающий Израиль, который скрывается за оригинальными достопримечательностями. Забудьте на время о таких популярных местах, как Иерусалим и Стена Плача, Тель-Авив, Яффу и Мертвое море. Наш сюжет будет о том, что находится за кадром, о скрытых локациях, которые так часто упускают из виду. Это Артур И Олег. и наш канал Backpack Travel. Погнали! Для того, чтобы найти Аммонитовую стену, двигайтесь от городка Мицпе-Рамон в сторону Эйлата до вот этого указателя. Буквально нужно проехать несколько километров. Затем идем в ту сторону. 8-10 минут и мы на месте. Пошли! Формирование Аммонитовой стены связано с историей этой области и процессами ее геологической эволюции. Миллионы лет назад в месте, где сегодня находится кратер Рамон, существовало море. В этом море обитали аммониты, которые представляли собой морских моллюсков с витыми раковинами, похожие на спирали. С течением времени, после смерти аммонитов, их раковины оседали на дне моря и становились частью осадочных отложений. По мере накопления слоев осадочных пород и процесса диагенеза, раковины аммонитов подвергались окаменению и превращались в ископаемые остатки. В результате геологических изменений, таких как поднятие горной породы и эрозия, слои, содержащие окаменелые аммониты, были подвергнуты воздействию эрозии и размыванию. В итоге более мягкие породы были вымыты, оставляя за собой более твердые и устойчивые к эрозии раковины аммонитов. В результате действия эрозии и времени остались только раковины аммонитов, выступающие из общей геологической формации. Они сформировали впечатляющую стену, которую мы видим с вами сегодня и которая стала одной из достопримечательностей кратера Рамон. Также стоит отметить, что данная находка является не только прекрасным зрелищем, но и ценным источником информации для научных исследований. Она позволяет нам заглянуть в далекое прошлое и понять эволюцию жизни на Земле. Мы спустились в кратер Рамон. Посмотрите вокруг. Так и не скажешь, что миллионы лет назад здесь было море. Но об этом свидетельствует Аммонитовая стена. Именно здесь есть геологический слой, который сохранил в себе останки древних морских моллюсков. Пойдем смотреть. Надо просто присмотреться, их сразу будет видно. Вот они. Не увидеть этих здоровых креветок сложно. Ну да, много их здесь. Посмотрите, размер. Целая стена. Да, вот рука, вот аммонит. Это кажется невероятным, скажу вам честно. Да, возможность прикоснуться к истории. Это кажется еще больше. Вообще здоровячок. И здесь их миллионы. И раз уж мы оказались в этом чудесном месте, мы решили сделать то, что никогда не делали ранее, забраться на эту гору. И то, что мы увидели, превзошло все наши ожидания. Посмотрите сами. Вау! Вау! You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving, you can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend to me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the gas.
I wanna feel like I'm a new person. I wanna have clear vision and purpose. And I feel like the patient lasts if you can move on and past the things that make you feel bad. And you can change in your brain, I'm certain. I've done it before and man, I'm not perfect. Сейчас мы хотим рассказать еще об одном необычном, но в то же время привлекательном месте. Но сначала стоит заострить внимание на дороге туда, а именно на горном серпантине длиной всего 5 километров. Израиль хоть и совсем небольшой, но очень разнообразный, включает в себя несколько климатических зон. Если юг страны это в основном выжженная пустыня, то на севере мы круглый год можем наблюдать зеленые деревья и кустарники, растущие на гористой местности с шикарными видами, куда ведут извилистые серпантинные дороги. Горный серпантин – это не просто дорога, это путешествие, позволяющее отдохнуть от городской суеты и погрузиться в великолепие природы. В моменте солнце ласково обнимает своими лучами, создавая игру света и тени среди зеленых деревьев и скал. Горы приглашают в удивительное приключение, за каждым поворотом меняется картинка, а каждый вдох наполняет энергией и восхищением перед величием мира. Хочется забыть о повседневных заботах и просто наслаждаться этой непередаваемой красотой. Сейчас мы находимся на севере Израиля, в регионе Галилея. И здесь природа создала поистине необычную красоту под названием Кешет Кейв. Кешет в переводе с иврита – это дуга или арка. И это именно то, что делает данное место таким особенным. Сегодня Кешет Кейв является уникальным природным образованием и популярным туристическим местом, где люди просто могут гулять по тропам и наслаждаться шикарными видами. И, кстати, данная местность не является национальным парком, и вход сюда абсолютно бесплатный. Процесс образования арки начинается с того, что известняковая порода, в которой содержится карстовый раствор, подвержена действию дождевой воды. Вода содержит углекислый газ, который растворяется в породах, образуя угольную кислоту. Эта кислота начинает постепенно разъедать и растворять известняковую породу. Со временем, как результат действия карстовой эрозии, формируются пустоты, проходы и полости в породах. Постепенно эти пустоты увеличиваются в размере и объединяются, что привело к образованию арки размером около 20 метров в ширину. Путь к Кешет Кейв несложный и проходит через живописные окрестности, что делает поход туда еще более приятным и интересным. На территории совсем небольшого Израиля находится немало достопримечательностей, созданных природой. Но также здесь есть и древние рукотворные строения. Одно из таких – это средневековая крепость Нимрод.
Датой основания этого массивного крепостного комплекса принято считать 1229 год. Начинал строительство Осман аль-Азиз. Через год сооружение было расширено и заняло весь горный хребет. А в 1260 году крепость обзавелась большими сторожевыми башнями. Вся крепость занимает 420 метров в длину и 150 в ширину и сложена из больших обтесанных по краям квадратных камней. Вдоль стен расположены многочисленные прямоугольные полукруглые башни. После захвата этих земель турками в 1517 году они использовали комплекс как роскошную тюрьму для ссыльных османских дворян. Позднее, в 16 веке, укрепление было оставлено, и лишь местные пастухи и их стада были временными гостями в ее стенах. Крепость была разрушена землетрясением в 18 веке. А это такие средневековые игры, типа шашек. Вот, собственно, доска сохранилась по сей день. Это у нас путь между двумя частями крепости. Вот это, я так понимаю, изначально сооружение. Самое первое, как раз таки в 1229 году построенное. А там, где мы были изначально, это уже строение, которое построили позже. Тут приходится в буквальном смысле карабкаться на четвереньках. Ну, блин, очень интересно. Поэтому сейчас я проползу тут. Ой. Еще куда-то дорога вниз. Вот как раз таки одна из сторожевых башен, которые строились уже после 1260 года. Обзор, конечно, шикарный. Небольшая рекомендация для тех, кто будет посещать крепость. Делайте это только не летом. Жарко, просто ужасно. Помните, в детстве, читая сказки, особенно восточные, мы часто встречали в них слово «оазис». Но каким этот самый оазис представляли себе вы? Наверное, как какой-то клочок земли, богатой растительностью посреди пустыни, обычно вокруг источника воды, не правда ли? Как некое сосредоточение жизни в пустыне. И в целом вы все представляли себе верно. И когда подобные островки жизни встречаются в природе, то, как по мне, это настоящее чудо. И трудолюбивые израильтяне, живущие в засушливом и суровой местности, научились создавать такие чудесные места своими руками. Давайте убедимся в этом на примере вот этого места. Глядя на все эти растения, создается впечатление, как будто мы находимся в каком-то тропическом ботаническом саду. Только посмотрите на вот этот баобаб африканский. Да, это настоящий африканский баобаб. Какого он размера? Сегодня мы находимся в кибуце Эйн-Геди, который был основан в 1953 году. Располагается вблизи Мертвого моря, значительно ниже уровня Мирового океана. Вот этот контраст просто поражает. Видите виды за моей спиной? Вот и здесь, в этом кибуце, было точно так же буквально 100 лет назад, а может быть и меньше. Зато теперь весь кибуц утопает в зелени. Даже не все северные кибуцы, мне кажется, могут похвастаться таким обилием растений. А этот кибуц может.
Вот так, ребят, на юге ребята сделали такой ботанический сад. И все же, что такое кибуц Эйн-Геди? Эйн-Геди – это коллективное сельское поселение в Израиле, расположенное в районе Южного округа. Он был основан в 1952 году и насчитывает около 300 жителей. Данный кибуц известен своими сельскохозяйственными и экологическими инициативами. Он занимается овощеводством, фруктоводством, цветоводством и разведением коз. Кроме того, кибуц имеет собственные энергетические установки, использующие солнечную энергию. Кибуц Эйн-Геди также привлекает туристов, предлагая различные экскурсии и активности, такие как походы по пустыне, катание на велосипедах и плавание в источнике Давид, расположенный неподалеку. В окрестностях кибуца находится национальный парк Эйн-Геди, известный своими красивыми каньонами и природными бассейнами. Эйн-Геди – это также историческое место, связанное с Библией. Согласно еврейской традиции, это место, где царь Давид находил убежище от преследования и написал некоторые из своих псалмов. Подведем итог. Кибуц Эйн-Геди представляет собой уникальное сельское сообщество, объединяющее сельское хозяйство, экологическую устойчивость и туризм. Посмотрите, какая красота! Мы находимся в этом же местечке, в кибуце Эйн-Геди, а вот уже через это море мы видим Иорданию. И оно сегодня такое спокойное, такое красивое. Кажется, что может легко претендовать Мертвое море на звание самого красивого моря в мире. По крайней мере, сегодня. Такая красота. Определенно, ты приезжаешь сюда отдыхать. В этом кибуце, кстати, есть отели, можно снять номера. И ты релаксируешь вот с таким видом. Тут даже самый беспокойный успокоится. Действительно, очень умиротворяет. А мы двигаем дальше. И раз уж вы оказались в районе Мертвого моря, то вам наверняка будет интересно увидеть еще одну местную достопримечательность, которую малоизвестной не назовешь. Речь, конечно же, о крепости Массада. Крепость Массада – это исторический комплекс и крепость, расположенная на плато в Израиле на западном берегу Мертвого моря. Этот исторический объект имеет большое значение для израильского народа и символизирует мужество и стойкость. В древности, около 73 года нашей эры, когда римские легионы осаждали Иудею, группа еврейских сопротивленцев заняла крепость Массада в качестве последней опоры против римских завоевателей. Эти сопротивленцы, известные как сикарийцы, предпочли смерть самоубийством, чем попасть в рабство римлян. Легенда гласит, что их последний акт сопротивления произошел вместе с заклятием, не позволяющим забыть Массаду. Сегодня Массада стала символом национальной гордости и памятником мужества народа Израиля. И множество туристов посещают это место, чтобы изучить его историю и насладиться потрясающими видами пустыни и Мертвого моря с высоты крепости. Привет, друзья! Мы сегодня примерно в 30 километрах от Эйлата, то есть на самом юге Израиля, и приехали в место, которое называется Красный каньон, Red Canyon. Израильтяне эту локацию очень любят, мы тоже, мы здесь уже не первый раз. И хотим вам рассказать, показать, что это такое. Когда будете в Эйлате, обязательно заезжайте, не пожалеете. Почему этот каньон называется красным? Мы точно не знаем, но как нам кажется, тут залежи железа. Красные горы. Красные горы. Ну, Сам почему? Потому что в них железо, правильно? Наверное. Сам каньон такого красноватого цвета. Да. И он достаточно длинный, это пешеходный маршрут. Нельзя сказать, что он очень тяжелый или легкий. Средний, да? Ну, примерно 2 километра нужно идти вот по такой дороге. Мы сейчас идем по руслу пересохшей реки. Да. Когда идут дожди, здесь вот так вот воды по пояс примерно. И все это течет. Несмотря на то, что этот каньон находится, ну так, не в очень густонаселенной местности, да, тут нужно проехать от Эйлата, как сказал Артур, порядка 30 километров. Но здесь очень много туристов приезжает, особенно сейчас вне сезон, когда погода позволяет очень комфортно насладиться этой прогулкой. Сейчас самое время ехать сюда летом, конечно, когда жарко, здесь пустыня,
юг, самый юг Израиля, да, 40-45 градусов, очень тяжеловато проходить маршруты. Поэтому мы любим сюда приезжать весной или осенью. Вот ноябрь самый оптимальный месяц для поездки. А пока вам покажу еще немножко видов красивых, какие вы увидите, какие вы встретите по пути. Сегодня мы не одни, а в компании двух вот таких маленьких девочек и одной большой. Одной какой большой? Какой? Мамы твоей. Тем самым мы хотим сказать, что данный маршрут подходит для всей семьи. А что получается, что этот каньон относится к системе этих, да? Национальных парков, да, но вход сюда все равно бесплатный. Это же потрясающе, не нужно покупать ничего. Супер. На маршруте Красного каньона, по Красному каньону встретится вот такая достопримечательность. Некий камень, некая насыпь, на которой люди очень любят фотографироваться. Что означает этот знак? Что в эту сторону маршрут легкий. А если пойти направо по черному, то он сложный. Маленький спойлер, по черному мы будем возвращаться. В какой-то момент путь усложняется и появляются на пути вот такие вот всякие узкие переходики, где нужно не спешить, вот и аккуратненько и так по ним передвигаться. Ну просто зацените, это же офигенно красиво. Очевидно, время очень долго работало над этой местностью. Вода, природа. И получилась вот такая красота. Из таких вот туннельчиков и столь живописные стены вокруг. Смотрится просто супер. Здесь даже нужно немного полазить. Сейчас постараюсь это сделать, не выключая камеру. Оп. Оп. Лучше, конечно, держаться. Видите вверху человека? По этой дороге мы будем возвращаться назад. А дальше пошла уже просто неописуемая красота. Неописуемая. Посмотрите на эти стены-великаны вокруг нас. Доходим по каньону до вот такой развилочки. И здесь начинается опасный экстремальный черный маршрут. А теперь, как я и обещал, мы пойдем по черному маршруту, который является опасным, экстремальным, но таким себе. Мы по нему уже ходили. Надо делать все аккуратно, держаться за поручни, за перила, и тогда будет все нормально. Не пренебрегать техникой безопасности. Ну, собственно, вот он, самый опасный кусочек. Остальное все по лайту. Здесь нужно немного полазить. Девчонки, держимся за поручень, за перила. Red Canyon, вид сверху. Сверху он не такой красивый, как внутри, но тоже прикольный. Собственно, вот и все. Погуляли, подышали чистым воздухом. Сейчас поедем назад домой. Когда соберетесь сюда, обязательно нужна удобная обувь и с нескользящей подошвой. Это важно. А в остальном можно ехать с детьми. У всех, у кого есть две ноги, две руки, здесь могут спокойно погулять. Друзья, а какая локация вам понравилась больше всего? Расскажите об этом в комментариях. А также напишите, какие еще интересные места вы хотели бы увидеть в наших сюжетах про нетипичный Израиль. Подписывайтесь на наш канал и оставайтесь с нами. До скорого!